Всем привет! Сегодня на канале Stantex я Геннадий Зырин, мотоцикл Honda RX, и это видео о тюнинге кроссовых эндуро мотоциклов. Мы уже делали видеообзор этого мотоцикла, вы его можете найти на канале Stantex. За зиму я проехал отличный мотокроссовый сезон с мотошколой ZRT, а сейчас готовлюсь к эндуро сезону. И большинство из этого тюнинга актуально именно для эндуро. Все эти запчасти, а также многое другое для мотокросса и эндуро вы можете купить в магазине Stantex Shop. Вот что бывает с радиатором, когда ездишь без защиты. Поэтому мне пришлось заказать новый радиатор. Я купил сразу два, они увеличенные по производительности и усиленные по прочности. И что важно, два заказных радиатора обошлись мне дешевле, чем один новый оригинальный. Почему я не стал брать каркасную защиту? Потому что она несовместима с вентилятором. Он показывает текущую температуру двигателя, можно задавать температуру срабатывания. Подготовлен сразу для установки под этот мотоцикл. Его не нужно врезать в систему охлаждения двигателя. Датчик температуры просто вставляется между сот радиатора на термопасту. И также не надо врезаться в электрическую систему мотоцикла, потому что он подключается к диагностическому разъему. Вот так выглядит установленная защита радиаторов, и она была удобным местом для крепления счетчика моточасов. В видеообзоре мы акцентировали внимание на то, что труба на этом мотоцикле торчит довольно сильно в бок, поэтому необходима ее защита. Вот защита выпускной трубы установлена и прошла испытание. Вот был сюда удар, видно, как она отработала. Посмотрите, как за 30 моточасов затерлась крышка сцепления. Очень хороша будет такая пластиковая накладка. Устанавливается несложно на 3 болтах. Вот вы видите, что еще и красиво выглядит. Я снял родную защиту картера для того, чтобы показать вам ее в сравнении с тюнингом. Вот видно, что она совсем тонкая, хрупкая, ломается об встрече с любым препятствием, подходит только для защиты от летящих камней. Вот это тюнинг, защита картера Moose Racing, сделана из толстого эластичного пластика. Мне нравится гораздо больше, чем алюминиевые защиты, потому что она легче, не звенит, не гнется. И вот еще такой вариант защиты картера Moose Racing. Это новинка 2018 года. Она удлиненная, закрывает еще и рычажный механизм для того, чтобы не цепляться им за препятствия. И выступает заодно и брызговиком, закрывает все эти подшипники, сальники. В Hard Enduro очень часто тормозные диски гнутся о препятствия, такие как камни и бревна. Защита тормозного диска прочная, толстая, будет принимать все удары на себя, а не на тормозной диск. Вот вы видите, что родная была чисто декоративная. Я установлю вот такой отличный ремешок на заднее сиденье. Он нужен для перетаскивания мотоцикла. И еще эту вещь можно использовать в скиеринге. Те, кто ездит зимой, просто обязаны иметь запасной брызговик, потому что, как правило, зимняя резина его изжевывает и стирает. И очень полезно иметь в гараже запасной комплект пластика, особенно зимой, когда он становится хрупким и не гнется вот так вот. Ну и, конечно, новую графику лучше клеить на новый пластик. Я установил защитные щитки на руль от старого мотоцикла, не стал использовать жесткую каркасную систему, потому что очень много езжу в кроссе. А также на грипсы я поставлю вот такие вот бублики, которые нужны, чтобы не натиралась мозоль вот здесь на пальцах. На Хондах давно известная проблема жесткого сцепления. Для мотокроссового подойдет и стоковое, но в эндуро, где постоянно приходится им работать, надо облегчать выжим. Для этого есть разные варианты, например, вот такие механические способы облегчения выжима. Также умельцы переваривают флажок вот здесь вот на двигателе для увеличения рычага и облегчения выжима. Но я пошел по самому продвинутому варианту и заказал себе сцепление гидравлическое фирмы Magura. Машинка выжима, рабочий цилиндр и кронштейн. Вот здесь есть регулировка дальности рычага. Также рычаг откидной, это сделано для того, чтобы он не ломался при падениях. Эта система сделана прямо под мою модель мотоцикла. Просто взял и поставил. Вот так выглядит установленное сцепление. Новый усиленный радиатор, вентилятор с экраном и защита радиатора, в которой мне пришлось немножко подрезать, чтобы поместился вентилятор. Я запасся расходными материалами. Почему так много масляных фильтров? Да потому что масло на кроссовом мотоцикле меняется довольно часто. Запасные воздушные фильтры удобно, когда нет времени мыть старый фильтр. Ну и запасная свечка
У меня одна, так как на четырехтактных мотоциклах они довольно редко выходят из строя. В эндуро часто приходится ездить медленно и в натяг. Для этого я изменю передаточные отношения трансмиссии, поменяю переднюю звезду с 13 зубов на 12. Проще поменять переднюю звезду, потому что это дешевле и не нужно удлинять цепь. Запасная ловушка цепи у меня пластиковая. В отличие от родной ловушки, которая сделана в металлическом корпусе, она не гнется о препятствие. Когда она согнута, она трет цепь, и за нее может зацепиться и слететь замочек. Фильтрующая сетка в бак особенно актуальна на инжекторных мотоциклах, чтобы не засорить систему впрыска. Все очень просто. Графика, наклейки просто необходимы тем людям, кто участвует в соревнованиях, чтобы нанести аккуратный, хорошо читаемый номер, который не будет отклеиваться, задираться, смываться на мойке, вот как обычные цифры. К тому же графика — это возможность кастомизировать свой мотоцикл, сделать индивидуальный дизайн, нанести рекламу и защитить пластик. В данном случае графика предоставлена компанией MX Graphics. Материалы качественные, профессиональные, подход индивидуальный, цены низкие, очень советую. Помимо этого еще ребята сделали форму наклеек специально для меня. Вот здесь в родном пластике вы видите прорезь, за которой я цепляюсь коленями из-за своего высокого роста. Вот ребята специально для меня убрали эту прорезь. Ребята, если вы хотите купить новый мотоцикл на сотку дешевле, чем у официального дилера, обращайтесь в Stantex, они все сделают. Мотоциклов много не бывает.